Многие из вас видели на YouTube, как люди находят различные вещи. Там в гараже, например, находят автомобили, которые совершенно новые остались, но хранились долгое время. Или компьютерную технику в упаковке. Но такого, чтобы нашелся электронный микроскоп, выпущенный в 1990 году и пролежавший все это время в своих родных ящиках, упакованный, абсолютно полностью не открытый, такого я не видел еще никогда. Итак, представляю вам Tesla BS350. Автоэмиссионный сверхвысоковакуумный электронный микроскоп, произведенный в Брно, Чехия. Вот он. Пролежал сколько? С 1990 года до текущего момента. И мне невероятно, просто сказочно повезло то, что мне удалось его заполучить в свой гараж. Это вот, как помните, есть у меня плейлист «Электронный микроскоп в гараже». Вот здесь он в самом буквальном смысле. Это разгрузил его временно в гараж, вот именно где вот машину выгнал, все сюда положил. Ящички все упаковано. И с вами сейчас посмотрим, что там внутри. Я, конечно, не питаю иллюзий, что его удастся быстро запустить, но в нем практически, ну, насколько мне показалось, да, это полный комплект. То есть это гораздо более полный комплект, чем просто одна колонна моего Джоула. Так вот, посмотрим, что здесь в ящичках, посмотрим, в каком он состоянии, распакуем. И, естественно, конечная цель – попробовать его запустить, вернуть к жизни после столького времени состояния без дела. Начнем обзор с упаковки одного из ящиков, она здесь лучше всего сохранилась. Да? Она заслуживает отдельного внимания, как они упаковали и что, как время, прошедшие 28 лет, как они воздействовали на это все. Вот здесь сверху специально покрыто все таким слоем, но здесь его можно посмотреть, это специальная фольга сверху, да, и с каким-то, как рубероидом или битумом все это покрыто, для того, чтобы вода сверху, которая, возможно, не просачивалась вовнутрь. Вот здесь вот даже можно увидеть, как вот он, я его вынул специально, чтобы посмотреть, такая она была блестящая с самого начала. Доставшийся мне комплект микроскопа состоит из 5 ящиков. Но, конечно, не все из них хорошо сохранились, время не пощадило, атмосферные осадки и все прочее. Вот консоль этого электронного микроскопа, да, пульт управления. Видим, что с тех пор, с момента своей упаковки, на самом деле он не открывался. Вот, то есть здесь заметно, как все происходило. Вот эта пленочка. Здесь она порвалась, видимо, за счет того, что сюда, видимо, проливалась вода. Столешница вся расклеилась, она такая вот интересная, наборная, тут из чего-то сделана. Там, где водичка не проливалась, сохранилась оригинальная бумажка, которая лежит внутри. Пленка, видимо, от какого-то трения или просто от времени, тут несколько местами прохудилась, и водичка все-таки здесь проливалась. Внутри бумажка начала уже разлагаться, там есть следы ржавчины, и все вот это вот потихонечку сюда осыпалась краска, даже отклеилась одна бумажка от крутки Centering, которая упала внизу. То есть мы видим, никто до нас этот прибор вообще не открывал. И мы с вами сейчас возьмем и снимем вот это вот и посмотрим, что там есть. По сути, сегодня никто не знает, что там есть внутри, из чего это все состоит. Предлагаю приступить к процессу и открыть. Раз. Так. Перерезали ленточки, которые никто не резал 28 лет. И снимем. Здесь еще что-то есть. Здесь есть что-то еще. Все было заботливо чехами упаковано, Чехословакия. Потом Чехословакия распалась, но во времена СССР все любили делать качественно, видимо, на совесть. Вот даже сразу, двигая эту пленку, уже сразу видно, что целостность всего там внутри нарушается. То есть то, что до этого там все это было в первозданном виде, это редкая удача. Потому что никто сюда не лазил.
Итак, вот оно. А вот она. Консоль электронного микроскопа Tesla BS350. Даже можно посмотреть, что на кнопочке, в каком положении все кнопочки находятся. Почему-то электронный спектроскоп уже в состоянии ON. Ну, конечно, мог кто-то нажать. А в остальном оригинальная картоночка. Опа. Так. Я думаю, что я ее здесь разорву. О, даже вакуумная система нарисована. Видимо, это модуль управления вакуумной системой. И здесь вот клапана обозначены красненьким. Чешский аналог скотча. Зачем он здесь, непонятно. Но пластик кнопок хорошо сохранился. Беленький, красивый. Интересно, что вот это вот такое. Но здесь, конечно, очень сильное повреждение лакокрасочного покрытия. Вот здесь вот на чем-то здесь должно было быть написано, что вот эта вот закрутка такая. Что здесь вот есть какие-то важные детали отлетели. Например, вот видно, что какое-то обозначение отлетело. То есть здесь, конечно, предстоит определенная работа. Или вот, например, вот такая штучка валяется, да? Это явно настройка контрастности, скорее всего, монитора. И видно, что она отлетела вот отсюда вот. То есть вот что меня во всем этом радует, да, безусловно, это то, что здесь никто больше не копался, здесь никто это все не подмел, не выкинул. Здесь вот все так вот. Ну что ж, а что ж там внизу? Еще что хотел сказать по поводу вот такой консоли, да, по поводу пультов управления. Обычно в них, ну, по крайней мере, из предыдущего опыта, в них делают всякие ящички, удобные для работы оператора. И в этих ящиках еще что-нибудь лежит. Я, вообще говоря, надеюсь найти здесь, может быть, здесь еще лежит документация к нему. Ну, правда, при таком воздействии атмосферных осадков, возможно, она испортилась, но тем не менее, вот сейчас посмотрим. Не знаю, там здесь ли они могут быть, или, может быть, еще сзади что-то есть. Вот для этого нам нужно дальше снять вот это вот все. Я сейчас там до конца откину. Так. Ну ладно, это потом. Ну, в принципе, отчасти я был прав. Здесь что-то есть снимаемое. Здесь использован, опять-таки, аналог скотча. Положим его сюда. Так. Ну, похоже, конечно, на какую-то панель. Да. Интересно, вот что за ней есть. Никто ведь не открывал. Опа. Вот так вот. Здесь электроника. И, конечно же, вот какой бы фирмы могли подумать конденсаторы? Естественно, Tesla Made in Чехословакия. И их здесь просто куча. Ну, выглядит, кстати, не так ужасно, как верх. Ну, видимо, здесь все-таки это больше внутри, больше закрыто было. Ну что ж, пока прикроем эту часть.
Кстати, они знали, что она открывается, и поэтому предусмотрительно заклеили. А лента, оказывается, многократного использования. Идем дальше и смотрим колонну электронного микроскопа. Здесь тоже вот все, что вот это есть, это еще ни разу не распаковывалось. То есть вот оно вот тоже вот та же упаковочная пленка, которую видели до этого уже на консоли. Здесь колонна, да, она выглядит чуть по-другому, чем у, допустим, того же Geol, который у меня есть. Это потому что это сверхвысоковакуумный электронный микроскоп. Здесь катод с полевой эмиссией, поэтому она вот так вот выглядит вся собрана на конфлетах. Здесь что такого интересного, да? Ну вот это для транспортировки перемычки, которая держит большущий насос ионный, видимо. Но вот мне тоже показалось интересным, почему же они не закрепили подвешенную на пружинах платформу, как обычно делают. Ну, во всех микроскопах обычно есть транспортировочные болты, здесь их нет. Ну, еще, что здесь такого необычного, да, стоит отметить, здесь очень много окошек. Здесь даже есть окошко и в область электронной пушки, и в остальные какие-то места тоже. Ну, наверное, может, попозже их вам покажу. Сейчас предлагаю это дело взять и распаковать, посмотреть, что там внизу. Здесь тоже вот она такая чешская бумага, которую мы только что уже видели, и чешская же пленка есть. Так, сейчас я ее обрежу чем-нибудь. Аутентичность данной упаковки. Вот та же веревочка, которую мы уже с вами видели раньше. Так. Я думаю, что здесь можно сделать просто и распаковать ее вот таким вот движением. Итак, снимаем. Вот, все так обернуто той же самой картонкой, которая была там. Кстати, вот если заметить, да, картонка не повреждена водой. То есть картонка, в принципе, сухая. Но на самой колонне видно, что кто-то немножко сэкономил металла и сделал гаечки не из нержавейки. Поэтому все гаечки, они все фактически тронуты коррозией. Если там вот эти транспортировочные хомуты нас еще мало беспокоят, то в остальном, конечно, здесь, ну, во многих местах видно, даже здесь, вот шайбочки, вот это, все немножко тронуто коррозией. Какая-то вот еще вот штуковинка есть, даже не знаю, что там внутри. Можем посмотреть. Какая-то фигня, какой-то фейл. Не знаю вообще, откуда это и зачем это. Может быть, где-то было заткнуто в проводах или еще где-то. Ну, идем дальше, распаковываем. Снимаем упаковочную бумагу. Здесь есть все так обернуто. Ну, я, наверное, ее здесь разорву по-простому так вот. Кстати, бумага такая плотная, очень плотная. То есть то, что она на пульте управления истлела, это вообще, наверное, не очень такое хорошее событие. Вот. Но она здесь тоже местами уже порвалась, поэтому особой ценности не представляет. Вот так вот. Положим ее пока здесь. Значит, что мы здесь видим такого интересного? Еще один маленький кусочек. Ну, конечно, тут с этой стороны даже больше ржавчины, да, но я думаю, что эта вся ржавчина, она все-таки не проникла вовнутрь колонны. То есть я думаю, что не стоит на эту тему сильно так переживать, но внешний вид, конечно, пострадал.
А то, что вот еще заметно, если мы сейчас вниз посмотрим, то нам становится очевидно, что здесь стоял блок батарей, который сейчас очень сильно разложился. То есть фактически вот это вот корпус этого блока батарей, а вот это вот когда-то было крышкой этого блока батарей. А зачем он вообще нужен? Сразу имеет смысл рассказать, потому что данный микроскоп является микроскопом с катодом, автоэмиссионным катодом, то есть катод с полевой эмиссией. И на время транспортировки в таких катодах, как правило, на время транспортировки в таких микроскопах, как правило, подключают ионный насос к энергонезависимому блоку питания, в данном случае набору батареек, чтобы вот пока они его в Чехии сделали, прислали к нам сюда, в Россию, в СССР, и все это время насосик внутри колонны работает и поддерживает сверхвысокий вакуум в области электронной пушки. Ну, как, наверное, вы догадываетесь, за 28 лет, какое-то время он, конечно, поддерживал там сверхвысокий вакуум, но сейчас все это вот питающий провод, который должен был запитывать этот ионный насос. Здесь вот разъемчик, мне кажется, что вот в этом месте он был заделан в корпус, не знаю где, может быть сверху где-то. Вот, и 22Б, он здесь соединяется. Вот, это было вот так вот. Сейчас уже это все не работает. То есть поэтому как минимум нам предстоит как следует откачивать все это, если оно, конечно, как-то заработает. Вот, это все, конечно, соберу, отмою. Дальше, что здесь еще? Здесь мы видим внизу привязан веревкой целый набор кабелей. Там также еще просто очень-очень-очень много разъемов разнообразных. Здесь вот расположен, это, судя по всему, насос. Также вот тоже там чехи разработали какой-то орбитрон на 2000 литров в секунду. Вот тоже высоковакуумный насос. Дальше тут, наверное, пневматика, гидравлика. Все здесь. Я даже не вижу пока, куда подключать форвакуумный насос. И где он вообще есть. То есть, как-то все это так сделано. В любом случае, хотел сказать, что все в первозданном виде. Да, опять-таки, все проводочки упакованы в пакетики. Все привязано, все как было, никто не копался, никто ничего не делал. То есть вот с этим всем можно будет разбираться потихоньку. Так, переходим дальше. Здесь есть просто отличная табличка, не знаю, сейчас там видно, Tesla BS350. Я вот сейчас вот сюда вот отойду. Вот можно. Самая красивая часть микроскопа. Что за этой крышечкой скрывается, я, наверное, сейчас сказать не могу. Да? За ней тоже еще есть такой блочок управления. Здесь там и outguessing, и старт, и стоп, и он. В общем, видимо, это какие-то основные такие моменты, да, и где-то тут должен быть еще щиток такой, электрощиток, не знаю, по логике вещей он должен здесь быть, но пока я его здесь не вижу. Попробую еще заглянуть с той стороны, если получится. Но здесь мало всего интересного, просто видны следы воздействия осадков. А вот здесь как раз те самые окошки, про которые я говорил. С крышечкой, оригинальная крышечка. И там окошко в камеру, вакуумную камеру. Выше, вот отсюда вот действительно эта заглушечка куда-то потерялась, я ее здесь никак не вижу. Но это окошечко в пушку. Здесь какой-то защитный экранчик стоит. Ну что, сейчас сделаем перерывчик, а в следующем видео посмотрим, что лежит в двух ящиках, которые идут к этому микроскопу. Ну что, увидимся в следующем видео. Пока!